Представьте на секунду такую ситуацию. Вы стоите в теплой воде по пояс, а рядом с вами находится дорогой и близкий человек. И вдруг у самых ног происходит что-то неожиданное и стремительное. Мозг просто не успевает до конца осознать эту ситуацию и полностью отдает ее в руки интуиции и рефлексу. Именно так начинается история, о которой я вам сегодня хочу рассказать. Это совершенно свежий, если так можно выразиться, инцидент. И самым главным в нем стал вовсе не укус акулы. Итак, давайте начнем по порядку. Флорида, небольшой город Дейтона Бич Шорс. Многие его по привычке называют просто Дейтона Бич, хотя это отдельный город к югу от него. Именно здесь произошли события, о которых сегодня и пойдет речь. Дата 25 июля 2026 года, около 17:30 по местному времени. Субботний вечер, солнце уже начинает клониться за горизонт, но пляж еще не успел опустить. Главный герой этой истории – это Джей Карихай. Молодой парень, 21 года, он родом из округа Хенри, штат Джорджия, из небольшого городка Макдонов. Обычный абсолютно человек молодой, который работает на прокладке газовых труб. Вместе со своей невестой Морган Мимс приехал во Флориду на отдых. Неделя на побережье, море, солнце и, что особенно важно в этой истории, Морган на тот момент была беременна первым ребенком. Казалось бы, обычная семейная поездка перед большими переменами в жизни. Дейтона Бич Шорс находится прямо в сердце округа Валусия. А этот округ у специалистов по акулам имеет отдельное неофициальное название. Его называют столицей акульих укусов мира. И это не потому, что здесь происходит что-то аномальное или опасное в привычном смысле, а потому, что именно тут, по данным Международного архива нападения акул с 1882 года, зафиксировано более 359 подтвержденных укусов. И это рекордный показатель абсолютно для любой точки мира. Итак, Джей, Кари и Морган зашли в воду в районе съезда на пляж Данлотон-Бич. Глубина приблизительно по пояс, это около 1 метра и 20 сантиметров. Вода теплая, спокойная, никакой абсолютно видимой опасности. Джей Кари, кстати, позже рассказывал, что не увидел вообще ничего подозрительного до самого момента укуса. Ни плавника, ни тени, ни всплеска. Ну как такое возможно, да? Дело в том, что вода у этого побережья часто мутная, особенно там, где река впадает в океан и поднимает со дна ил. А это как раз одна из самых ключевых причин, почему именно этот участок притягивает акул больше других мест. Рядом лагуна Индиан Ривер, настоящий питомник для более чем 2200 видов морских организмов. Там кормятся мелкая рыба, кефаль и менхеден, а за мелкой рыбой всегда приходят хищники покрупнее. Вот вам, как говорится, и первое звено причинно-следственной цепочки. Богатая кормовая база плюс мутная вода – все это равно повышенному риску случайного контакта человека и акулы. Возвращаемся к моменту укуса. Джей Корея почувствовал резкую боль в левой ноге в районе стопы и щиколотки. По данным официального отчета службы спасения на пляжах округа Валусия, акула укусила его дважды, почти без паузы между укусами. С этого момента начинается самая важная часть истории, ради которой я вообще решил ее вам рассказать. Позже, уже вспоминая те события, Джей Кари признался, что как только его укусили, он продолжал толкать свою невесту к берегу. И только когда увидел, что она уже на песке, начал думать о себе. Представьте на секунду вообще это состояние. Острая боль, кровь, паника, а мозг все равно выдает команду в первую очередь спасать не себя, а человека, который находится рядом. И дальше события начинают развиваться еще быстрее и интереснее.
Оттолкнув невесту к берегу, парень остался один на один с хищником, который все еще держал его за стопу. И вот тут, если верить официальному отчету службы спасения, он ударил акулу в область носа. Это чувствительная зона у большинства видов акул, и именно этот удар заставил животное разжать хватку на его ноге. Пока Джейкари пытался выбраться на мелководье, акула развернулась и попыталась сцепиться теперь ему уже в руку. Он оттолкнул ее от себя ладонью, и тогда хищник метнулся к его второй ноге, но промахнулся, а Джейкари наконец смог выбраться из воды. Дальше, несмотря на серьезную кровопотерю, он выбрался на мелководье и добежал до берега за помощью. Его семья позже рассказывала, что именно это решение не останавливаться и не терять ни секунды в воде, а сразу бежать за помощью, скорее всего сохранило ему здоровье, а возможно даже и жизнь. Сотрудники пляжной службы спасения оказали первую помощь прямо на месте, а затем молодого человека доставили в ближайшую больницу. Служба спасения на пляжах округа Валусия в официальном заявлении подтвердила, что происшествие случилось незадолго до 17:30 по восточному времени, 25 июля, и что пострадавший получил травмы, которые не угрожают жизни. На самом деле, читая эту формулировку сдержанную, понимаю, что она совершенно не отражает сути произошедшего. Потому что фраза «не угрожает жизни» звучит почти буднично, а реальность была на самом деле куда серьезнее. По рассказам Джейкари, укус разорвал связки и сухожилия, вдумайтесь, от верхней части левой щиколотки до середины стопы снизу. И это же не царапина и не какая-то поверхностная рана. Врачи оценили срок восстановления минимум в 3 месяца. И все это время парень не сможет работать по своей основной профессии, которая связана с физическим трудом на прокладке газопроводов. Его выписали из больницы во второй половине дня в понедельник. И он отправился домой в Джорджию долечиваться. Чтобы покрыть расходы на лечение, реабилитацию и потерю дохода, его близкие организовали сбор средств с целью $100 000. Теперь давайте взглянем традиционно на всю картину целиком, потому что этот случай он не существует отдельно от других. Буквально за 3 недели до этого в этом же округе Валусия происходили другие очень похожие истории. 4 июля парень 21 года из штата Огайо играл в футбол на мелководье у пляжа Нью-Смирна-Бич и получил укус в правую стопу. Уже на следующий день, 5 июля, мужчина 26 лет из города Сарасота отплыл на надувном круге примерно на 1,5-метровую глубину, там же у Нью-Смирна-Бич, и тоже был укушен в левую стопу. Спустя примерно 2 недели, 21 июля, подростка 14 лет укусила акула прямо во время тренировочного сбора спасателей в проливе Понс-Инлет, тоже в округе Валусия. И вот теперь, 25 июля, история с Джейкари Хаем. 4 случая меньше, чем за месяц, и все в границах одного округа. Заметьте, что я специально выстроил эти даты подряд, потому что именно так работает статистика. По данным Международного архива нападения акул, округ Валусия в среднем насчитывает около 9 подтвержденных укусов в год. При этом на всю остальную Флориду в среднем приходится примерно столько же или немножко больше. Например, в 2025 году именно здесь зафиксировали всего 6 случаев, что даже было ниже среднего показателя многолетнего. А вот в 2021 был настоящий всплеск, целых 17 укусов за год. Специалисты объясняют это не агрессией акул, а простой плотностью контакта. Чем больше людей заходит в воду, именно там, где кормится рыба, тем выше шанс, что кто-то из купающихся окажется случайно принят за добычу. Тот факт, что
в этом округе при сотнях зафиксированных укусов крайне редко происходит по-настоящему тяжелые последствия, объясняется размером и поведением местных акул. Чаще всего здесь встречаются молодые черноперые акулы и акулы бонита, также известные как акулы-спиннеры. И обычно они вырастают до 1 или 1,5 метров. По словам самого Джейкари, нападавшая на него акула была серой сверху и длиной примерно от его пояса до ступней около 1,20 м. Такие акулы, как правило, не охотятся на человека целенаправленно. Специалисты называют подобное нападение «укусил и отпустил». В мутной воде хищник реагирует на движение и блики, принимая человека за рыбу, а после первого укуса быстро отпускает добычу, поняв свою ошибку. Это, конечно, не делает такие нападения менее опасными, но во многом объясняет местную статистику. Возникает вполне логичный вопрос, что делать с этой информацией обычному человеку, который просто хочет искупаться во время отпуска. Паниковать точно не стоит, и тем более вычеркивать Флориду из списка мест для отдыха. Есть несколько простых правил, действия которых могут существенно снизить риск. Морские биологи советуют не заходить в воду на рассвете или в сумерках, потому что именно в это время акулы чаще подходят к берегу в поисках добычи. Напомню, что Джейкари укусили около 17:30, когда день уже клонился к вечеру. Еще одна рекомендация – это держаться от мест, где ловят рыбу с берега. Запах наживки и остатки рыбы могут привлекать хищников прямо к линии прибоя. И, наконец, лучше избегать мутной воды, особенно возле устьев рек и лагун. При плохой видимости акуле гораздо проще ошибиться и принять человека за привычную добычу. Но самое сильное в этой истории связано вовсе не с океаном и не с акулами. Экстремальная ситуация не меняет человека, она просто показывает, кем он является на самом деле. За 1 секунду Джейкари сделал свой выбор. И это был выбор не в пользу собственного страха и не в пользу собственного спасения. Его первой мыслью была женщина, которая находилась рядом. И только убедившись, что она в безопасности, парень начал думать о собственном спасении. Через несколько лет эта история останется лишь одной из сотен похожих новостей. Но поступок Джейкари – это именно то, что переживет любые заголовки. Потому что люди очень редко запоминают цифры, даты и статистику. Зато всегда хорошо помнят тех, кто в самый страшный момент сумел поставить чужую жизнь выше собственной. На этом история подходит к концу. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца, до самого финала. Если вам нравится такой формат с подробным разбором свежих событий, реальных происшествий, причин и последствий, обязательно поддержите ролик лайком. И чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго, до новых встреч и пока.